Всем привет! Я Дима. Я Наташа. Мы расскажем, почему вам стоит посмотреть это видео. Мы очень любим путешествовать и просто обожаем приключения. Мы вписались в нереальную авантюру и едем в Австрию с палатками. Это будет наш первый опыт. Надеюсь, не сбежим на третий день. А вы ставьте лайки, будьте рядом и погнали! Ну вот и наступило долгожданное утро. 1 мая мы отправились в Австрию. Сейчас едем из Кракова через Чехию, потом будет Австрия. Выехали из дома, нам ехать 510 километров осталось, выезжали было 528. В Польше будем ехать до Катовицы, но по бесплатной дороге, потому что там, по сути, как бы нету смысла, экономится всего лишь 10 минут, там или 15, если по платной ехать. Вот так. А так уже в Чехию, в Австрию покупали виньетки. Но об этом расскажу уже на каждой территории. Сегодня прекрасное солнечное утро. Хорошая погода. Немножко прохладно, но мне как бы нормально. Я не мерзляю. Так, мы уже подъезжаем к Чехии, нам осталось 23 километра до границы. Была небольшая пробка по пути, ремонтные дороги, поэтому немножко отстаем от графика от своего, но ничего страшного. По Чехии, что хотелось бы сказать, мы купили виньетку на 30 дней электронную, так как будем сейчас проезжать Чехию и будем возвращаться с ночевкой через Чехию, было проще, просто дешевле купить сразу на 30 дней, чем покупать по суткам на 3 суток. Все ссылки мы на виньетки оставим в описании, где можно купить. Там ничего сложного. Чешскую виньетку можно купить там на сайте, прям русский язык есть, выбрать. Оплата картой. Такая дорога красивая. Можно ехать 140. Ну что, ребят, мы уже в Чехии. Можете нас поздравить. Успешно проехали границу, которой нет. Просто переезжаешь и все, если кто не был, кому интересно. Едем дальше без остановки в Австрию. Хотим успеть пораньше. Пока еще Наташа едет за рулем. Уже проехала практически 200 километров. Еще долго будешь ехать? Говорит, еще долго. Может, до Австрии доедет, да? Короче, посмотрим. Возможно, еще где-нибудь на заправке остановимся. Вот. И уже тогда с Австрии, как приедем, будем вещать. Мы планируем проехать всю Австрию, а также заедем в Словению, в город Бред. Планируем посмотреть самые красивые города, такие как Зальцбург, Гальштадт, Инсбрук, Грац. Конечно же, в этом списке должна быть и Вена, но в Вене мы были в прошлом году. Можете посмотреть фотографии, видео в наших инстаграмах. А в наших планах это подняться на самые красивые смотровые площадки, высоко в горы, также показать вам нашу жизнь в кемпингах. Кемпинги мы бронировали заранее, примерно за 2 недели, но это начало сезона. Если вы едете прямо в самый сезон, лучше заранее бронировать, за месяц, наверное. Просто пишите на электронную почту, и вам должны ответить, подтвердить вашу бронь. Кемпинги мы искали на Google картах и также в приложении Park4Night. Первая точка, в которую мы приехали, это город Кремс. Сейчас мы с вами прогуляемся по старому городу и поедем дальше.
Среди холмов винодельческого региона Вахау, прямо на берегу Дуная, уютно расположился город Кремс, одно из самых очаровательных мест Нижней Австрии. Кремс – это идеальное сочетание истории, культуры и вкуса. Здесь нет туристической суеты больших городов, но есть ощущение, что ты попал в сказку. Гуляя по старому городу, невозможно не заметить, насколько бережно он сохраняет свое средневековое наследие. Узкие улочки, старинные фасады, башни и уютные винные таверны, где можно попробовать местные напитки. Прогуливались по старому городу и видели очень крутой магазин. Там продают абрикосовые всякие штуки, вина, виски, джин там был, мармеладки какие-то. Также мыло продают из абрикоса. Мы решили купить себе, попробовать вино из абрикоса. Его нам упаковали в такой сувенирный пакетик. Мы взяли маленькую бутылочку, чтобы попробовать, так как не знаем по вкусу, нормальное оно будет, нет. Вот такая бутылочка красивая. Вечером в кемпинге попробуем и потом поделимся своими впечатлениями. Но алкоголь – зло, нельзя пить. Вот. Мы как бы не приветствуем, это просто ради контента, можно так сказать. Сейчас прогуливаемся по старому городу. Видим, что много людей очень отдыхают, так как 1 мая, сегодня выходной. Все вышли, кушают пиццу, пьют просекко. Кто-то вино, пиво. Очень тепло, сегодня 25 градусов. Городок нам понравился, он такой маленький, напоминает Италию, чем-то Испанию немножко. Мы ехали к абрикосовым садам, остановились на парковке и решили сразу пойти к Дунаю. Очень красивое место, просто шикарно. Пошли ноги помыть. Люди купаются. Да, Дима в кроксах на босую ногу, поэтому он может ножки помочить. Да, пошли. Везде летает тополиный пух. Прям жара настоящая, как летом. По камушкам спускаемся. Надо быть осторожным. Пошли, пожалуйста, вот туда. Ну, пойдем. Собака купается, люди. Боже, какая тут красота. Пейзажи просто нереальные. Тест. Сколько градусов? Не, ну, кстати, нормально. Не Да? сильно холодно, да. Возможно, она тут просто нагрелась. Собачка На берегу. вообще играет. Я думаю, что там, где собака, там попрохладнее будет. Какая красивая жена идет спереди. Круиз! Ты хочешь в круиз? Да! Да зачем? Кемпинг – наше все. Палатка. Вечером будем отдыхать. Oh, yes. Мы остановились около очередной достопримечательности. Это руины замка Хинтерхаус. Сейчас мы будем подниматься пешком с парковки. Навигатор показывает 11 минут. С этих руин будет открываться очень красивая панорама. И мы вам, конечно же, все покажем. И покажем, как туда добраться. Тяжелая ли будет дорога. От парковки идем по асфальтированной дорожке. Все тут понятно. Никуда не сворачиваем. Даже какая-то стрелочка прорисованная. Ближе на машине нам, к сожалению, не получилось подъехать. Там был знак «Въезд запрещен».
Поэтому мы решили идти пешком, хотя планировали, навигатор как бы показывал дорогу наверх. Да, Google навигатор вводит в заблуждение. Лучше не ехать под знак. Сегодня по-настоящему жаркая погода, как летом. А тут такой лесок, тенек, очень приятно. Мы уже подходим к руинам, осталось подняться только наверх. Подъем несложный, но с непривычки немножко дыхания надо восстановить, когда поднялся. Я скажу так, подъем сложный, но он занимает всего 10 минут, поэтому это нормально. Если бы он занимал 3 часа, это было очень тяжело. Да, тут уже виды крутые открываются. О, да, красотень. Вау. Просто отпад. И вот руины. Руины Хинтерхаус – это средневековая крепость, расположенная на скалистом холме в регионе Вахау. Она очень привлекла наше внимание, поэтому мы решили сюда забраться. Пойдемте вместе на самый верх, куда Пошли. сможем добраться. Мы решили отдохнуть, нашли такой огромный лежак на 5, наверное, прямо здесь, в руинах. Отдохнем в тенечке и пойдем дальше. Остались последние шажочки, и мы поднимаемся на самую вершину крепости. Видно, что она прям очень старинная. Место, кстати, бесплатное, свободное к посещению. 24 часа. Вот мы уже поднялись на самую вершину руин. Здесь, конечно, открывается шикарная панорама на всю долину Вахау. Можно даже видеть плантации всякие. Их тут тысячи, миллионы, не знаю. Вот эти все полосочки — это плантации виноградные. Хочу вам рассказать, почему мы остановились именно здесь. Это место не просто красивое, оно уникальное. Это винный регион Австрии. Здесь вы можете видеть огромное количество абрикосовых садов. Мы сейчас находимся на одном из них. Также здесь огромное количество виноградных плантаций. Мы хотели посмотреть цветение деревьев абрикосовых, но, к сожалению, мы опоздали. Это происходит в середине апреля. Здесь по-настоящему сказочная атмосфера такая, все беленькое. Сейчас мы можем видеть уже зеленые листики и полностью сформированные деревья. Плодов еще нету, но я думаю, что в скором времени появятся. Многие люди приезжают сюда в апреле, чтобы сделать крутые фотки, так как на данных абрикосовых деревьев можно в апреле увидеть белые цветочки. И тут все усеяно полностью как белым покрывалом. И получаются невероятно крутые фотографии. Это все можно отслеживать по онлайн-камерам. Мы следили за этим. Но так как мы приехали уже в мае, к сожалению, данных листиков нет, только одуванчики белые. Но как бы тоже можно прилечь
и сделать крутую фотографию такую. Вот, это уже смотрите сами. Мы думали увидеть абрикосы, но их нет. Кто так же делал в детстве, ставьте лайк. Да, и потом выбрасывал. Я так делал. 6 часов вечера, приехали мы в первый наш кемпинг. Запарковали машинку. Уже поставили палатку, так как она у нас быстро раскладывающаяся. Потянул за эти шнурочки с двух сторон, и она раскладывается буквально за 10 секунд. Немножко натянул, колышки вставил. Уже оборудовали палатку внутри. Сейчас покажу, как выглядит. 2 спальника, подушки. Спальники до 0 градусов, матрасы. Самонадувайка. Покупали в Декатлоне. Матрасы эти, можно зимой спать на них. Рассчитаны на 4 сезона. Так что не замерзнем. Сегодня очень тепло. Боюсь, что даже в спальнике не придется спать. Это наш холодильник. К сожалению, не справляется на такой жаре. Но тут поставили стульчики со столиком. Будем вечером сидеть ужинать. Мы взяли с собой мясо в дорогу. Макарошки сделаем. И посидим, поужинаем. А потом часиков 9-10 пойдем уже отдыхать. Так как завтра целый день опять будем в пути. Но мне нравится. А тебе? Да, супер. Тут у нас находится еще посуда, кухня. Но об этом чуть позже расскажет уже Наташа, так как она собирала. Мы уже разложились и выдвигаемся на экскурсию по нашему кемпингу. Нам выдали такой ключ. Это от душа и туалета. Также мы проходим такой крайник. И здесь питьевая вода находится. Можно брать. Идем в сторону ресепшена, да? Да. Пойдем посмотрим. Там сказали душ, туалет и кухня есть. Угу. В кухне есть холодильник, у нас есть свой. Но так как у нас не морозит он, вот, а просто охлаждает, нам нужно посмотреть, возможно, мы воспользуемся. Расскажи про стоимость кемпинга. Стоимость кемпинга, машина, палатка и мы вдвоем 36 евро в сутки стоит. Угу. Если берешь электричество, плюс 5 евро. За ключик, депозит взяли 15 евро. Если ключик теряем, то нам не возвращают. Если отдаем ключик, то, соответственно, нам возвращают 15 евро обратно. Да, оплата будет у нас завтра, после выселения. Наверное, вот сюда, я так думаю. Ага. Он бывает там. Пойдем. Посмотрим, что тут находится. Я, кстати, видела, сюда заходили по этому чипу. Вот. Ключ. Ой. Направо. Мы попадаем, это, я так понимаю, раковины для мытья посуды. Ну да. Холодильник. Тут написано: оставляйте продукты, с лейбочками своих типа имен. Посмотрим. Имен? Ну, тут как так бы... особо пустовато. Ну да, можем что-то даже подзакинуть. Морозилку открою. Да. Можно сюда свой лед Ну закинуть. лед, да, лед точно закинем. Ну вот. Туалеты. И душ. В душ вход только по чипу написано. Кстати, так очень выглядит душ. хороший душ. Чисто. Аккуратно. Пахнет шампунем. Да, внутри есть раковина. Лейка такая. Сверху дождик.
Тепло. Мне нравится. Да, зеркало и даже фен есть, я заметила. Там был. Может, там сушилка? В каждом есть фен. Ну отлично. Вот. Это очень большой душ, удобно. А тут кафе можно поесть, типа. Я слышала запах свежих булочек даже. Вкусно пахло выпечкой. Тут мусор выкидывают, велики ставят. Короче, это начало кемпинга, по сути. Там заезжаешь, вот. И так по кругу можно проехать. У нас, кстати, хорошее место, потому что тут вот на заезде прям как-то не очень. Там мусорки. Ого, какие палатки тонкие. Это, короче, те, которые взяли только место с палаткой. Вот. Ты тут можешь только палатку оставить, а машину ты должен оставлять там, на парковке. Но за ту парковку надо отдельно платить, она платная. То есть? Да, не им надо платить, а это типа там какая-то частная. Понятно. Поэтому мы взяли сразу на территории, ну, чтобы была и парковка, и палатка рядом. Так бы у нас была где-нибудь палатка тоже тут. Красивый Дунай. Мы уже ходили к речке. А вид у нас какой тут шикарный. Все места пронумерованные. И все занято. Как мы говорили, нужно бронировать заранее, потому что, ну, я не увидел ни одного свободного места, чтобы ты приехал и стал. Хотя только начало сезона, 1 мая. На минуточку. Вот мы подходим к территории, где находится пляж. Для вас подъехал лайнер круизный, который ездит по Дунаю, ходит, если быть точнее. Большой такой. Да, там прям есть как будто бы каюты одинаковые, да? Да. Люди сверху сидят. Но этот лайнер мы сегодня видели раза 3 точно. Как он туда-сюда ездит. Видимо, экскурсия на несколько часов. Ну да, там похоже на каюты. Как будто там можно жить. Прям балконы такие, видно, шторы висят. А может, это просто разные? Не, это разные, скорее всего. Ну. Но они типа похожие, но разные. Ну, понятно. Вот вид с пляжа. Тут есть такой пляж. Многие сегодня даже купались. Но мы бы не рискнули. Пришло время для обзора моей кухни. Сейчас покажу, что я прячу в этой коробке. Небольшая, компактная. Первое, что мы можем видеть, это кухонное полотенце. На всякий случай мы взяли бумажное, но и пускай такое будет. Небольшая сковородка такая. Также у меня есть небольшая кастрюля, чтобы воду кипятить. Для этого мы взяли и кашу варить. Это самое основное из посуды для готовки. Дальше у меня есть пищевая пленка и фольга. Газовые баллоны. У нас есть еще запас. Плитка такая компактная. Ну, Дима соберет, покажет им. Дальше. Оливковое масло взяла для жарки. Контейнеры. Также это будут наши тарелки для супа вместо глубоких тарелок. Дальше. У меня есть такой чемодан. Здесь у меня 4 тарелки плоские, вилки, ложки, ножи пластиковые. Обычный нож есть. Картофелечистка, зубочистки, стаканы пластиковые. Ну и пару контейнеров. Надеюсь, нам этого достаточно будет. Посуду мы брали такую пластиковую. Ну и самого главного еще осталась доска. И взяли средства для мытья посуды. Такая тряпочка, губка и фейри.
Осталось так по мелочам тут. Ножницы, салфетки, ножик еще запасной, еще ножик, штопор. Такая штучка для газового баллона. А это такой металлический забор. Тоже Дима покажет, когда будет разжигать горелку нашу. В общем, все. Мы надеемся, что нам этого хватит. Лучшего места не нашли и решили Да, нормально. прямо тоже. возле Камушки. машины. Это наша полноценная газовая горелка. Купили на Алиэкспрессе. Стоило 45 злотых, это 10 евро. Отзывы на нее очень хорошие были. Просто вот так вот собирается. Очень быстро. Может, ее присыпать, чтобы она была более устойчивая. Да, все будет хорошо. Ножки. И металлический забор. Да, это от ветра. Вот так. Как его так поставить-то? Давай я поставлю. Давай. Можно вот так вот втыкнуть. Особо ветра нет, но дальше? чтобы быстрее нагревалось, лучше такую стенку ставить. Ну да, как бы огонь не будет распространяться. Все, просто подключаем баллон. Пускаем газ немножко. И поджигаем. Все. Все. Можно ставить водичку. Все? Да. Стоит? Да. Вот так. Мы решили взять старую нашу кастрюльку, которую не жалко. Если она сильно испортится, мы просто ее выбросим. Водичка, короче, закипает. Прошло минуты, не знаю, 3 максимум. Сейчас будем заваривать макарошку. Будет у нас вкусный ужин. У нас еще мясо есть, Наташа сделала. Так что сейчас классно поужинаем. И потом будем уже собираться спать. А сейчас мы будем подогревать мясо, которое Наташа приготовила. Я уже рассказывал про это. Это будет наш прекрасный ужин, про который я уже рассказываю тоже 3-й раз. Подогрели, приготовили. Сейчас планируем попробовать. Тут написано аперитив, но это абрикосовое вино, мы так думаем. Да, будет Оно видно, 5 попробуем. градусов, не сильно алкогольное. Нам интересен сам вкус вообще, как оно будет. Поэтому Да, мы на фоне сейчас такой бетонной продегустируем. стены будем ужинать. Не знаю, как будто морковным соком пахнет. Да, морковкой пахнет. Может, для цвета добавляют морковку. Такое густое. Ну, давай попробуем. Ну что, давай за приезд из Австрии и за это прекрасное место. Давай. Это какой-то абрикос, персик плюс морковка. Чуть-чуть алкогольная нота, как у конфетки. Ну да, по сути, просто какой-то сок морковный. Ну, такой ликер какой-то, да, как будто в конфете, знаешь. И такой. чуть-чуть такая горечь алкоголя. Ну, не знаю. Как бы ради интереса, возможно, стоит попробовать, но я бы больше, скорее всего, такое не покупал. Ну да. На ужин, кстати, у нас сегодня макарошки быстрого приготовления и шашлык домашний. Да.
Что, пробуем? Давай. Давно уже не ели такого. Как раз походная еда. Ну, вермишель типа роллтона, мне кажется, всегда вкусная. У меня Поэтому- остренькая. Всем, кто кушает, тоже приятного аппетита. Кстати, удобные вилки. Хорошие. Хоть и пластиковые. Да и тарелки удобные. Угу. Шашлык погрелся. Мгм. Почему мы выбрали именно Австрию? Мы давно мечтали о путешествии на машине с палатками и решили, что Австрия подойдет идеально для этого формата. Путешествие на машине – это полная свобода передвижения, нет четких таймингов и просто комфорт. Путешествие на машине дает особые эмоции, романтики, предвкушения и приключения. Почему именно Австрия? Да потому что это идеальное место для автоприключения с палаткой. Ты мчишь по серпантинам, просыпаешься у красивейших озер в кемпинге, варишь кофе под шум горных рек и собираешь рюкзак ради трекинга в такие места, где виды будто с другой планеты. Здесь есть все, от природы до архитектуры. Альпы, тропы, леса, озера и старинные городки с атмосферой, как в кино. Это не просто поездка, это настоящее проживание момента, где каждый день новый пейзаж и своя маленькая победа.